Представьте, что просто изменив свой образ мыслей, вы сможете достичь новых высот в карьере, отношениях и личностном росте. Звучит невероятно, правда? Именно об этом и рассказывает Кэрол Двек в своей книге «Психология успеха». В этом кратком изложении вы узнаете, как переход от фиксированного мышления к мышлению роста может изменить вашу жизнь. Неважно, стремитесь ли вы к успеху в бизнесе, учебе или личностном развитии. Приветствую вас, мои дорогие! Видео нашего канала изменяются и трансформируются вместе с вами. Поэтому ставьте скорее нам лайк. В этом кратком изложении вы найдете ключевые идеи, которые показывают, как принятие вызовов, умение учиться на ошибках и прилагать усилия могут привести к долгосрочным достижениям. Мы рассмотрим яркие примеры из жизни спортсменов, предпринимателей и даже обычных людей, которые использовали силу мышления, чтобы преодолевать трудности и добиваться успеха. Оставайтесь со мной, потому что к концу этого рассказа у вас будут инструменты, которые помогут раскрыть ваш потенциал. Мышление. Психология успеха Кэрол Двек – это больше, чем просто руководство по самосовершенствованию. Это мастер-класс по тому, как изменить свое мышление, чтобы достичь большего успеха во всех сферах жизни. Суть новаторской теории Двек заключается в том, как мы воспринимаем свои способности, верим ли мы, что они неизменны и не поддаются развитию, или что они гибкие и могут расти. Это мышление определяет, как мы справляемся с трудностями, учимся на ошибках и добиваемся успеха. В этом кратком изложении мы рассмотрим ключевое различие между фиксированным и развивающимся мышлением и покажем вам практические способы применения подхода, ориентированного на развитие. Независимо от того, стремитесь ли вы преуспеть в карьере, улучшить личные отношения или просто стать лучшей версией себя. Это краткое изложение даст вам инструменты, которые помогут избавиться от ограничивающих убеждений и принять процесс постоянного совершенствования. Итак, что же такое эти типы мышления и почему они так важны? Давайте погрузимся в психологию фиксированного и развивающегося мышления, чтобы понять, как простое изменение в восприятии может открыть путь к постоянному росту и достижениям. Глава 1. Два типа мышления. Фиксированное и мышление роста. В первой главе Кэрол Дуэк знакомит нас с двумя основными типами мышления, которые определяют то, как мы воспринимаем свои способности и строим свою жизнь. Это фиксированное и развивающееся мышление. Она объясняет, как эти фундаментальные убеждения оказывают огромное влияние на наш успех, обучение и личностный рост. Фиксированное мышление – это убеждение, что интеллект, таланты и способности – это неизменные черты. Они не могут значительно измениться. Люди с таким мышлением часто считают, что они либо родились с определенными способностями, либо нет. В результате они постоянно стремятся доказать свой интеллект или талант. Когда человек с фиксированным мышлением сталкивается с трудностями, он старается их избегать. Он воспринимает трудности или неудачи не как возможность научиться чему-то новому, а как угрозу своему имиджу. Если у него не получается сразу или легко, он часто предпочитает сдаться, чем рисковать провалом, потому что считает, что провал – это отражение его врожденной неспособности. Из-за этого убеждения он также считает, что прилагать усилия – это плохо. Зачем стараться, если у тебя есть талант от природы? Он считает, что прилагать усилия нужно только в том случае, если у тебя нет способностей. Из-за этого он очень чувствителен к критике и боится рисковать, потому что не хочет, чтобы его слабости были раскрыты. Дуэк вводит понятие развивающегося мышления, которое предполагает, что интеллект и способности можно развить благодаря упорному труду и обучению.
Люди с установкой на рост понимают, что их базовые качества – это лишь отправная точка, и что истинный потенциал можно раскрыть благодаря упорству и стараниям. Трудности – это уже не угроза, а возможность для роста. Они воспринимают неудачи как часть процесса обучения, зная, что каждая неудача приближает их к мастерству. Для них усилие – это не признак слабости, а неотъемлемая часть успеха. Люди с установкой на рост готовы прилагать усилия, чтобы стать лучше, потому что верят, что их способности можно развивать. Когда они сталкиваются с критикой, они воспринимают ее конструктивно, понимая, что это обратная связь, которая поможет им стать лучше. Двек приводит множество примеров того, как эти установки проявляются в реальной жизни. Будь то в школе, в бизнесе или в личных отношениях, наше мышление определяет наш опыт. Например, студенты с установкой на данность могут считать, что они либо хороши в математике, либо нет, и что никакие усилия не изменят этого. Но студенты с установкой на рост видят, что их способности можно развивать, и подходят к трудностям с пониманием, что упорство приведет к прогрессу. Показывая эти две установки, Двек создает основу для более глубокого изучения того, как эти убеждения влияют на разные сферы нашей жизни. В этой главе подчеркивается, что наше мышление может определять, будем ли мы преодолевать трудности или застрянем в цикле избегания и страха неудачи. Осознав это, Двек переходит к изучению того, как эти установки проявляются в разных сферах, таких как спорт, бизнес и отношения. Но все начинается с фундаментального убеждения, что наши способности неизменны или что мы можем развиваться и совершенствоваться благодаря усилиям и настойчивости. Глава 2. Как мышление влияет на разные сферы жизни. Во второй главе этой книги Двек подробно рассматривает, как установки на данность и рост влияют не только на наши личные взгляды, но и на наше взаимодействие с окружающим миром. Она исследует, как эти установки проявляются в разных сферах жизни, от учебы и работы до спорта и отношений, и как выбор той или иной установки может существенно повлиять на результаты в этих сферах. Начиная с образования, Двек объясняет, что ученики с установкой на данность склонны считать свои успехи в учебе отражением их врожденного интеллекта. Если они преуспевают в каком-то предмете, это подтверждает их веру в то, что они умны. Но если у них возникают трудности, это становится признаком того, что они просто недостаточно хороши. Такое мышление может привести к тому, что они будут избегать сложных предметов. Например, ученик, который считает, что у него нет врожденных способностей к математике, может отказаться от изучения математики более высокого уровня, опасаясь, что неудача покажет его предполагаемую глупость. Вместо того, чтобы преодолевать трудности, они могут сдаться, думая, что никакие усилия не изменят их способности. Этот саморазрушительный цикл может привести к тому, что они рано остановятся в своем обучении. С другой стороны, ученики с установкой на рост видят в трудностях возможность учиться. Они верят, что независимо от того, с чего они начинают, они могут совершенствоваться благодаря усилиям и настойчивости. Плохая оценка или сложный урок не определяют их интеллект. Это просто обратная связь, ступенька к мастерству. Они более активно участвуют в обучении, преодолевают трудности и не боятся вызовов. Дуэк приводит несколько примеров студентов, которые, изменив свое мышление, стали лучше учиться. Они начали воспринимать усилия не как нечто, чего нужно избегать, а как то, что поможет им добиться успеха. Дуэк рассказывает истории спортсменов, которые воплощают в себе оба типа мышления. Спортсмены с фиксированным мышлением часто считают, что природный талант – это единственный ключ к успеху. Возможно, в начале карьеры их будут хвалить за способности, но когда они столкнутся с более сильными соперниками или получат травму, им будет сложно восстановиться. Они верят, что успех должен приходить легко, и не хотят прилагать дополнительные усилия, чтобы преодолеть препятствия. Они боятся, что усердная работа выявит их ограничения. Напротив, спортсмены с мышлением роста подходят к спорту с верой в то, что они могут стать лучше благодаря упорному труду.
Они понимают, что неудачи и провалы – это часть процесса и видят в них возможность учиться. Дуэк приводит примеры таких известных спортсменов, как Майкл Джордан, который придерживался мышления роста на протяжении всей своей карьеры. Джордан не всегда был самым одаренным игроком, но он постоянно работал над собой. Его готовность принимать неудачи и преодолевать трудности стала ключом к его легендарному успеху. Дуэк также исследует, как мышление проявляется в деловом мире. Руководители и сотрудники с фиксированным мышлением часто избегают рисков, предпочитая безопасные решения, которые сохраняют их репутацию. Они считают, что успех – это отражение врожденных способностей, и поэтому неудачи нужно избегать любой ценой. Это может тормозить инновации в организациях, поскольку люди больше озабочены поддержанием имиджа компетентных специалистов, чем принятием рисков, которые приводят к прорывам. Напротив, руководители с мышлением роста поощряют культуру обучения и инноваций. Они понимают, что успех не в том, чтобы всегда быть правым, а в том, чтобы быть открытым для новых идей, даже если это означает, что на пути к цели будут ошибки. Они создают такую атмосферу, в которой сотрудники могут расти, учиться на своих неудачах и браться за сложные задачи, которые выводят их из зоны комфорта. Наконец, Двек исследует, как установки влияют на личные отношения. Люди с установкой на данность часто воспринимают конфликт или разногласие как признак того, что отношения в корне испорчены. Они могут избегать сложных разговоров, боясь, что признание проблем выявит их личные недостатки. Напротив, люди с установкой на рост воспринимают отношения как нечто, что может развиваться и улучшаться благодаря общению и усилиям. Они чаще готовы принять конфликт как возможность сблизиться и решить проблемы. Они понимают, что ни одни отношения не идеальны с самого начала, и что для создания крепкой связи нужно работать. Двек приводит эти примеры, чтобы показать, как сильно установки влияют на нашу жизнь. Будь то учеба, работа, спорт или отношения, вера в то, что наши способности неизменны, приводит к избеганию трудностей и страху неудачи. С другой стороны, установка на рост открывает новые возможности, развивает стойкость и учит нас воспринимать усилия как путь к совершенствованию. В заключение Двек подчеркивает, что мы можем научиться развивать установку на рост и тем самым кардинально изменить свой опыт во всех сферах жизни. Двек подчеркивает, что мы можем научиться развивать установку на рост и тем самым кардинально изменить свой опыт во всех сферах жизни. Глава 3. Правда об умении и достижениях. В третьей главе, посвященной правде об умении и достижениях, Кэрол Двек подробно рассматривает один из самых важных аспектов своего исследования: как наши установки определяют наши отношения к неудачам, трудностям и в конечном счете к успеху. Она оспаривает распространенное мнение о том, что успех зависит только от врожденных способностей, и утверждает, что гораздо важнее прилагать усилия, быть настойчивым и правильно воспринимать неудачи. Для людей с фиксированным мышлением неудача становится определяющим моментом, неоспоримым приговором их способностям. Если они терпят неудачу, это воспринимается как доказательство того, что они недостаточно талантливы или умны. Такой образ мышления делает неудачи разрушительными, потому что они становятся отражением их личной ценности. Люди с фиксированным мышлением часто очень стараются избегать ситуаций, в которых они могут потерпеть неудачу. Они остаются в своей зоне комфорта, выбирая задачи, в которых они уже преуспели, потому что неудача выявила бы их ограничения. Для них возможность неудачи – это то, чего нужно бояться и избегать любой ценой. Двек приводит несколько реальных историй, чтобы проиллюстрировать это. Например, она описывает студентов, которые избегали сложных предметов из-за страха получить плохую оценку, спортсменов, которые сдавались, когда у них не получалось сразу, и профессионалов, которые отказывались браться за сложные проекты, не желая рисковать своей репутацией.
Во всех этих случаях фиксированное мышление приводит к застою. Когда люди верят, что их способности неизменны, они больше сосредоточены на том, чтобы доказать свою ценность, а не на обучении или развитии. Неудача становится угрозой для их самооценки, а не возможностью чему-то научиться. Напротив, люди с мышлением роста смотрят на неудачи совершенно иначе. Для них неудача – это не конец истории. Это часть процесса роста. Они понимают, что способности и таланты не статичны, а могут развиваться со временем благодаря усилиям и настойчивости. Когда люди с мышлением роста терпят неудачу, они воспринимают это не как личное обвинение, а как возможность чему-то научиться. Они спрашивают себя, что я могу вынести из этого, как я могу стать лучше. Двек приводит множество примеров того, как установка на рост помогает людям превращать неудачи в успех. Она рассказывает историю Томаса Эдисона, который сказал: «Я не потерпел неудачу. Я просто нашел 10 способов, которые не работают». Для Эдисона каждая неудача приближала его к успеху, потому что он рассматривал каждую неудачу как опыт, который можно использовать. Его настойчивость и вера в свои способности в конечном итоге привели к его революционным изобретениям. В бизнесе Двек приводит примеры предпринимателей и лидеров, которые сталкивались с серьезными трудностями и неудачами, но использовали этот опыт для дальнейшего развития. Они не считали неудачи поводом сдаться, а воспринимали их как обратную связь, которая помогала им совершенствовать свой подход. Например, знаменитый уход Стива Джобса из Apple в 1985 году можно было бы считать крупной неудачей. Но вместо того, чтобы сдаться, Джобс использовал этот опыт для развития своих следующих проектов, в итоге вернулся в Apple и привел компанию к беспрецедентному успеху. Двек также рассказывает истории спортсменов, которые сталкивались с неудачами, и то, как их мышление влияло на их реакцию. Майкл Джордан, считающийся одним из величайших баскетболистов всех времен, рассказывал о многих неудачах, которые повлияли на его карьеру. Его отчислили из школьной баскетбольной команды, и он терпел множество поражений. Но он воспринимал каждую неудачу как шаг к улучшению. Установка на рост помогла Джордану работать усерднее, интенсивнее тренироваться и в итоге достичь величия. Двек подчеркивает, что даже в образовании установка на рост имеет большое значение. В классах, где усилия и обучение ценятся больше, чем мгновенные результаты, ученики преуспевают. Они начинают воспринимать ошибки как часть процесса обучения и охотнее берутся за сложные задачи. Учителя, которые поощряют установку на рост, создают среду, в которой ученики чувствуют себя уверенно и могут пробовать новое, ошибаться и учиться на своих ошибках. Такой подход помогает ученикам развить стойкость и любовь к учебе, которые выходят далеко за рамки получения высоких оценок. Еще один важный вывод из этой главы – то, как люди с разным мышлением относятся к усилиям. Для тех, у кого установка на данность, усилия часто воспринимаются как признак слабости. Они считают, что если ты действительно талантлив, то тебе не нужно прилагать много усилий. По их мнению, усилия нужны только тем, кто не одарен от природы. Такой взгляд ограничивает их потенциал, поскольку они избегают трудностей, требующих усилий, считая, что это показатель того, что они недостаточно хороши. Напротив, люди с установкой на рост понимают, что усилия необходимы для успеха. Они видят в них двигатель прогресса, понимая, что постоянные усилия со временем приводят к мастерству. Для них тяжелая работа – это не то, чего нужно избегать. Это то, что нужно принимать. Они знают, что самые большие достижения приходят с упорством, даже если они терпят неудачи. Двек завершает главу, подчеркивая, что неудача – это не показатель нашей ценности, а необходимая часть роста. Она утверждает, что чем раньше мы перестанем бояться неудач и начнем воспринимать их как возможность учиться, тем скорее мы раскроем свой истинный потенциал. Она подчеркивает, что приняв установку на рост, мы сможем изменить свое отношение к неудачам и использовать их как топливо для достижения долгосрочного успеха.
Эта глава служит мощным напоминанием о том, что то, как мы воспринимаем неудачи, может либо сдерживать нас, либо подталкивать вперед. Дуэк призывает нас развивать установку на рост, которая позволяет нам воспринимать неудачи не как личные провалы, а как естественную и неотъемлемую часть пути к успеху. Глава 4. Спорт и мышление чемпиона. В 4 главе Дуэк рассказывает о том, как установки влияют на спорт, где стремление к успеху и умение справляться с неудачами особенно заметны. Она начинает с того, что успех в спорте зависит не только от физических данных или способностей. Это вопрос установки, с которой спортсмен подходит к игре, того, как он справляется с неудачами, тренировками и давлением. Дуэк утверждает, что самые успешные спортсмены – это не обязательно те, кто родился с природным талантом, а те, кто принимает установку на рост. Спортсмены с установкой на данность часто сосредоточены на том, чтобы доказать свой талант. Если они побеждают, это укрепляет их веру в то, что они одарены от природы, но если они проигрывают, это может разрушить их самооценку. Для них неудача – это больше, чем просто проигрыш в игре. Это удар по их самолюбию. В результате спортсмены с установкой на данность могут избегать сложных соревнований, чтобы защитить свою репутацию или, что еще хуже, сдаться, когда становится трудно. Они боятся, что если будут стараться слишком сильно или проиграют на глазах у других, то раскроют свои недостатки. Дуэк приводит в пример звезду тенниса Джона Макенроя, очень талантливого игрока, который на протяжении всей своей карьеры часто демонстрировал установку на данность. Макенрой был известен своими истериками и оправданиями после проигрыша. Вместо того, чтобы признать, что его соперник был лучше или что ему нужно было совершенствоваться, Макенрой часто винил внешние факторы, судейские ошибки, невезение или зрителей. Его природный талант вывел его на вершину, но установка на данность мешала ему конструктивно справляться с неудачами. Он не мог принять, что развитие, усилие и обучение – это неотъемлемая часть пути. В отличие от этого, Двек выделяет спортсменов с установкой на рост, которые воспринимают трудности и неудачи как возможность развиваться и учиться. Эти спортсмены не боятся проигрывать, потому что знают, что неудача – это часть процесса совершенствования. Они считают, что усилие – это ключ к успеху, и усердно тренируются, понимая, что одного таланта недостаточно. Один из самых известных примеров, который приводит Двек, легенда баскетбола Майкл Джордан. Джордана часто восхваляют за его трудолюбие и стремление к совершенствованию. В начале своей карьеры Джордан был отчислен из школьной баскетбольной команды, что могло бы сломить любого спортсмена с установкой на данность. Но Джордан не позволил этому событию определить его дальнейшую судьбу. Он использовал его как мотивацию. Он неустанно работал над совершенствованием своих навыков, всегда выходя за пределы своих возможностей. Даже когда он стал одним из лучших игроков НБА, Джордан продолжал тренироваться усерднее всех, всегда ища способы улучшить свою игру. Он говорил: «Я терпел неудачи снова и снова, и именно поэтому я добился успеха». Его установка на рост помогла ему не сдаваться после неудач и становиться еще сильнее. Двек также объясняет, что установка на рост очень важна в тренировках и подготовке. Спортсмены, которые верят, что могут стать лучше благодаря усилиям, подходят к тренировкам с энтузиазмом и настойчивостью. Они готовы проводить долгие часы на тренировках не только потому, что хотят победить, но и потому, что верят в силу упорного труда. Например, легенда баскетбола Коби Брайант был известен своими изнурительными тренировками. Он часто приходил в спортзал за несколько часов до своих товарищей по команде, чтобы поработать над своими навыками. Как и Джордан, Брайант считал, что талант – это только начало, а величие достигается упорным трудом и преданностью делу. Дуэк также отмечает, что установка на рост позволяет спортсменам лучше справляться с давлением. Когда ставки высоки, например, в решающих матчах или в критические моменты, спортсмены с установкой на данность часто ломаются под грузом ожиданий. Они настолько сосредоточены на том, чтобы проявить себя, что страх неудачи берет верх. Они начинают думать: что если я проиграю, что если я не так хорош, как думают люди.
Этот страх может привести к тому, что в решающий момент спортсмен забьется в угол. С другой стороны, спортсмены с установкой на рост остаются спокойными и сосредоточенными даже под огромным давлением. Они понимают, что успех не в том, чтобы всегда быть идеальным, а в том, чтобы выкладываться по полной. Если они проигрывают, это не конец света. Это просто еще один шаг в процессе обучения. Их настрой освобождает их от парализующего страха неудачи, позволяя им показывать лучшие результаты, когда это важнее всего. Дуэк также затрагивает роль тренеров в формировании установки на рост у своих спортсменов. Хорошие тренеры понимают, что хотя природные способности важны, самые успешные спортсмены – это те, кто готов усердно работать, учиться на своих ошибках и постоянно совершенствоваться. Она приводит в пример таких тренеров, как Джон Вудон, легендарный баскетбольный тренер Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который уделял особое внимание развитию спортсменов в целом. Вудон считал, что успех заключается не только в победах, но и в личностном росте, усилиях и развитии характера. Его упор на тренировки, умение учиться на ошибках и стремление к совершенствованию помогли создать культуру превосходства, которая привела к беспрецедентным успехам. В этой главе Дуэк ясно дает понять, что природные способности могут дать спортсменам первоначальное преимущество. Но именно установка на рост в конечном счете отличает хороших спортсменов от великих. Способность преодолевать трудности, усердно работать и учиться на своих ошибках – вот что делает чемпионов не только в спорте, но и в любой другой сфере. В этой главе содержится важное послание. Будь то спорт, бизнес или жизнь, ключ к успеху не только в таланте или интеллекте. Главное – это развивать мышление, которое позволяет нам расти, учиться и совершенствоваться каждый день. Те, кто придерживается мышления роста, могут преодолевать трудности, расширять свои возможности и достигать величия, в то время как люди с фиксированным мышлением могут застрять на месте, не раскрыв свой потенциал в полной мере. Глава 5. Бизнес, мышление и лидерство. В 5 главе «Бизнес, мышление и лидерство» Кэрол Двек обращает внимание на мир бизнеса, исследуя, как мышление влияет на лидерство, инновации и успех в организации. Как и в спорте или образовании, то, как руководители и сотрудники воспринимают свои способности и потенциал для роста, оказывает огромное влияние на их производительность и культуру, которую они создают в своих компаниях. Двек объясняет, что компании и руководители, которые придерживаются мышления роста, создают среду, в которой процветают инновации. Сотрудники получают возможность учиться, а трудности воспринимаются как шанс для роста. С другой стороны, лидеры с фиксированным мышлением считают, что успех зависит только от таланта. Такие лидеры часто нанимают звезд, людей, которые, по их мнению, обладают природными способностями. Они полагают, что успех придет к этим людям сам собой, а их роль как лидеров – поддерживать этих звезд и не раскачивать лодку. К сожалению, такое мышление может привести к токсичной рабочей культуре, в которой сотрудники чувствуют давление, заставляющее их постоянно доказывать свою состоятельность, вместо того, чтобы расти и учиться. Ошибки вызывают страх, а инновации подавляются, потому что риск может привести к неудаче. В культуре с фиксированным мышлением неудача воспринимается как слабость. Двек рассказывает историю Enron как предостережение. Enron, некогда считавшийся ярким примером корпоративного успеха, имел культуру лидерства, в которой превыше всего ценились природные способности. Руководители Enron продвигали идею, что либо у тебя есть талант, либо нет, и в результате компания стала одержима поиском самых умных сотрудников. Работников постоянно оценивали по их предполагаемому интеллекту, и любые признаки слабости или неудачи быстро пресекались. Это привело к токсичной и беспощадной атмосфере, в которой сотрудники скрывали ошибки и шли на неоправданный риск, чтобы сохранить видимость успеха. В конечном итоге такая культура высокомерия и страха перед неудачей привела к печально известному краху компании. В отличие от этого, компании, которые развивают культуру мышления роста, делают упор на обучение, сотрудничество и стойкость.
Руководители таких компаний не просто ищут самых умных сотрудников. Они создают среду, в которой сотрудников поощряют развиваться, рисковать и учиться на своих ошибках. А какой тип мышления у вас? Напишите в комментариях. Двек объясняет, что лидеры с мышлением роста понимают, что инновации часто возникают в результате экспериментов, и не каждый эксперимент будет успешным. Важно желание учиться на неудачах и использовать их как возможности для улучшения. Двек приводит в пример несколько компаний, которые добились большого успеха благодаря мышлению роста, в том числе таких гигантов, как Microsoft. После многих лет работы с более консервативным мышлением, Microsoft под руководством Сатьи Наделлы претерпела значительные изменения в корпоративной культуре. Наделла, ставший генеральным директором в 2014 году, с самого начала подчеркивал важность мышления роста. Он поощрял сотрудников быть открытыми к обучению, сотрудничеству и постоянному совершенствованию. Вместо того, чтобы фокусироваться только на результатах, Наделла делал упор на процесс обучения и роста. Эта трансформация изменила корпоративную культуру Microsoft, стимулируя инновации и позволяя компании вернуть себе лидирующие позиции. В компаниях с установкой на рост неудачи не воспринимаются как нечто постыдное, а рассматриваются как естественная часть процесса развития. Сотрудники чувствуют, что могут браться за сложные задачи, экспериментировать с новыми идеями и открыто делиться своими неудачами, не боясь наказания. Двек отмечает, что когда сотрудники не беспокоятся о том, что их будут оценивать или доказывать свою значимость, они могут сосредоточиться на совершенствовании своих навыков, изучении нового и на том, чтобы внести свой вклад в успех компании. Такая культура способствует инновациям, лучшему решению проблем и в конечном счете более высоким результатам. Один из самых важных выводов из этой главы заключается в том, что руководители играют решающую роль в формировании корпоративной культуры. Руководители с установкой на данность часто создают иерархическую культуру, в которой успех измеряется немедленными результатами, а ошибки наказываются. В отличие от них, руководители с установкой на рост создают среду, в которой сотрудники чувствуют себя в безопасности, могут экспериментировать, задавать вопросы и развиваться. Такие руководители сами демонстрируют желаемое поведение и показывают своим командам, что ошибки – это нормально, если из них извлекают уроки. Двек также рассматривает идею обратной связи на рабочем месте и то, как установки влияют на реакцию руководителей и сотрудников. В культурах с установкой на данность обратная связь часто воспринимается как критика, и сотрудники могут занимать оборонительную позицию, когда им дают конструктивные советы. Руководители в таких условиях могут не решаться давать обратную связь, опасаясь, что это деморализует их команду. Но в культуре с установкой на рост обратная связь воспринимается как ценный инструмент для развития. Руководители дают обратную связь не для того, чтобы критиковать, а чтобы помочь сотрудникам развиваться. А сотрудники более открыты к обратной связи, потому что понимают, что это часть их процесса обучения. Такой подход к мышлению может существенно повлиять на работу команды и ее развитие со временем. Еще одна ключевая тема этой главы – сотрудничество. В компаниях с фиксированным мышлением сотрудники могут быть больше сосредоточены на конкуренции друг с другом, чтобы доказать свою значимость, что приводит к отсутствию сотрудничества. Но в компаниях с мышлением роста поощряется командная работа и сотрудничество. Сотрудники понимают, что они могут учиться друг у друга и что совместная работа может привести к лучшим решениям. Такой дух сотрудничества, объясняет Двек, необходим для внедрения инноваций и создания позитивной рабочей атмосферы. Двек завершает главу, подчеркивая, что хотя талант и интеллект важны, именно мышление руководителей и сотрудников определяет, сможет ли компания добиться устойчивого успеха. Компании, которые придерживаются мышления роста, создают культуру, в которой сотрудников поощряют выходить за рамки своих возможностей, экспериментировать и развиваться со временем. В такой среде к неудачам не относятся как к чему-то страшному, а рассматривают их как необходимый шаг на пути к успеху. Эта глава служит мощным напоминанием о том, что бизнес – это не статичная структура.
Как и люди, организации могут развиваться и расти, если у них есть мышление роста. Когда лидеры демонстрируют такое мышление, они создают эффект домино, который меняет всю компанию, приводя к большему количеству инноваций, устойчивости и долгосрочному успеху. Глава 6. Мышление в любви и дружбе. Глава 6. Мышление в любви и дружбе. В этой главе Кэрол Двек переключает внимание с профессионального и академического успеха на нечто более личное – наши отношения. Как и в других сферах жизни, мышление, которое мы выбираем в любви и дружбе, играет ключевую роль в том, как мы справляемся с конфликтами, растем вместе и в конечном счете в том, насколько успешными или неудачными будут наши отношения. Двек начинает с объяснения, как люди с фиксированным мышлением подходят к отношениям. Для них часто характерна вера в судьбу, в то, что отношения либо должны быть такими, либо нет. Другими словами, если они нашли подходящего партнера или друга, то все должно складываться само собой, без усилий. Когда возникают конфликты, эти люди могут воспринимать их как знак того, что в отношениях что-то не так. Они думают, что если бы этот человек был действительно тем самым, то они бы не ссорились. В результате они могут избегать сложных разговоров или ждать, что их партнер или друг интуитивно поймет их потребности. Для них конфликт – это угроза, признак того, что отношения рушатся, и часто они предпочитают уйти или сдаться вместо того, чтобы попытаться решить проблему. Двек объясняет, что такое фиксированное мышление может быть вредным, потому что оно препятствует общению и решению проблем. Если вы считаете, что отношения не должны требовать усилий, то неизбежные трудности, которые возникают, когда вы сближаетесь с кем-то, могут показаться непреодолимыми. Вместо того, чтобы рассматривать споры или разногласия как возможность сблизиться, люди с таким мышлением могут воспринимать их как признак того, что они выбрали не того человека или что они в чем-то несовершенны. С другой стороны, Двек предлагает идею мышления роста в отношениях. Люди с таким мышлением понимают, что отношения, как и любая другая сфера жизни, требуют усилий, общения и желания развиваться. Они не ждут, что все будет идеально с самого начала, и рассматривают конфликты как возможность лучше узнать друг друга. Вместо того, чтобы воспринимать разногласия как признак того, что отношения обречены, они видят в них шанс укрепить связь. Такое мышление роста позволяет людям подходить к проблемам с любопытством, а не с оборонительной позицией. Когда возникают разногласия, они скорее спросят, как мы можем лучше понять друг друга. Что мы можем сделать, чтобы улучшить эту ситуацию? Такой образ мышления способствует открытому общению, доверию и умению находить выход из сложных ситуаций. Партнеры или друзья могут обсудить свои проблемы, понять точку зрения друг друга и вместе найти решение. Они понимают, что здоровые отношения – это не избегание конфликтов, а умение справляться с ними так, чтобы это укрепляло связь. Дуэк также рассказывает, как люди с разным образом мышления справляются с отказом и обидами в отношениях. Для тех, у кого фиксированный образ мышления, отказ может восприниматься как личная неудача. Если отношения заканчиваются, они могут думать, что они недостаточно хороши или не заслуживают любви. Это может привести к чувству безысходности и нежеланию строить новые отношения. Поскольку они считают, что отношения должны складываться сами собой, им может быть трудно оправиться от разрыва и двигаться дальше. Однако люди с гибким образом мышления воспринимают отказ или конец отношений как часть жизненного опыта. Они не считают это личной проблемой, а понимают, что отношения – это сложный процесс, и оба партнера могут развиваться. Они задаются вопросом, чему они могут научиться из этого опыта и как стать лучше для будущих отношений. Такой образ мышления помогает им исцелиться, учиться и в конечном итоге стать лучшими партнерами или друзьями в будущем. Дуэк приводит несколько примеров того, как эти образы мышления проявляются в реальной жизни.
Она рассказывает истории пар, которые ссорились, потому что у одного или обоих партнеров был фиксированный образ мышления. Эти пары считали, что любовь должна приходить сама собой, и когда возникали проблемы, они чувствовали себя побежденными. В противоположность этому она рассказывает о парах, которые придерживались гибкого образа мышления и вместе преодолевали трудности, становясь сильнее. В таких отношениях оба партнера понимают, что любовь требует усилий, что это процесс совместного роста и развития. Дружеские отношения, как объясняет Двек, также зависят от нашего мировоззрения. В дружеских отношениях с установкой на данность люди могут чувствовать необходимость доказывать свою значимость или поддерживать определенный имидж. Они могут избегать разговоров о своих проблемах или просьб о помощи, боясь показаться слабыми. Они также могут начать соперничать, воспринимая успехи друга как угрозу своей самооценке. Напротив, дружеские отношения, основанные на установке на рост, строятся на взаимной поддержке, обучении и совместном развитии. Друзья с таким мировоззрением радуются успехам друг друга и предлагают помощь, не осуждая, когда что-то идет не так. Они понимают, что настоящая дружба — это не всегда быть идеальным, а быть рядом друг с другом, учиться друг у друга и развиваться вместе. Они открыты для честного общения и рассматривают трудности в дружбе как возможность укрепить свои отношения. Двек также затрагивает тему того, как мировоззрение влияет на отношения между родителями и детьми. Родители с установкой на данность могут считать, что характер, интеллект или таланты их ребенка неизменны. Они могут хвалить ребенка за ум или талант, думая, что это укрепляет его уверенность в себе, но на самом деле они могут поощрять установку на данность. Это может заставить ребенка всегда соответствовать этому образу, из-за чего он будет бояться рисковать или совершать ошибки. С другой стороны, родители с установкой на рост сосредотачиваются на усилиях, обучении и стойкости. Они поощряют своих детей преодолевать трудности и хвалят их за настойчивость, а не за врожденный талант. Такие родители создают атмосферу, в которой ребенок чувствует себя в безопасности, может пробовать, ошибаться и снова пытаться. Это помогает ребенку развить установку на рост, которая пригодится ему во всех сферах жизни, включая отношения. В конце главы Дуэк подчеркивает, что отношения — это не что-то постоянное. Они могут развиваться и меняться. Будь то романтические отношения, дружба или отношения между родителями и детьми, наше отношение к ним может иметь решающее значение. Приняв установку на рост, мы можем укрепить наши связи, сделать их более прочными, чтобы оба человека чувствовали, что могут развиваться вместе, справляться с трудностями и со временем укреплять свои отношения. Глава 7. Откуда берутся установки? Глава 7. Откуда берутся установки? В этой главе Кэрол Дуэк рассказывает, как установки формируются с раннего возраста под влиянием людей, которые оказывают на нас наибольшее влияние, родителей, учителей и тренеров. Эти авторитетные фигуры играют решающую роль в формировании установки на рост или фиксированного мышления у детей и студентов. Дуэк подчеркивает, что то, что дети слышат о способностях, интеллекте и усилиях, может повлиять на их мышление в будущем, на то, как они справляются с трудностями, неудачами и успехами. Дуэк начинает с обсуждения влияния родителей на формирование установок. Родители часто считают, что помогают своим детям, когда хвалят их за ум или талант. Однако Дуэк утверждает, что такая похвала может непреднамеренно способствовать формированию фиксированного мышления. Когда детям говорят, что они умные, они начинают верить, что интеллект — это врожденная черта, которая либо есть, либо ее нет. В результате они могут начать избегать трудностей, которые могут поставить под сомнение их способности. Если они верят, что их ценность определяется умом, то, столкнувшись с трудностями, они могут решить, что больше не умны. Это вызывает страх неудачи и нежелание рисковать. Дуэк подчеркивает важность похвалы за усилия, а не за способности.
Когда родители хвалят своих детей за их старания, настойчивость и усердную работу, они дают понять, что успех приходит благодаря усилиям и обучению, а не врожденным способностям. Это формирует у детей установку на рост, когда они чувствуют, что могут справиться с трудностями и воспринимают неудачи как возможность для развития. Двек приводит примеры детей, которых хвалили за их старания, и они становились более стойкими и готовыми решать сложные задачи. Они поняли, что успех зависит не от того, насколько ты умен, а от того, как ты учишься и развиваешься. В этой главе также рассказывается о преподавателях и о том, как учебная среда может формировать установку на фиксированные или на рост. Учителя, как и родители, могут непреднамеренно внушить своим ученикам установку на фиксированный результат, делая акцент на врожденных способностях, а не на усилиях. Например, учитель, который хвалит учеников за их одаренность или за быстрое усвоение материала, может заставить их поверить, что успех зависит от врожденного интеллекта. Ученики, которым трудно дается учеба, могут начать считать себя менее способными и отказываться от попыток. Двек приводит примеры классов, где основное внимание уделялось тому, кто был самым умным, а не тому, кто больше всего учился. В такой обстановке ученики часто боялись задавать вопросы, признаваться, что чего-то не знают, или совершать ошибки. Они не хотели выглядеть менее умными перед своими сверстниками, и этот страх неудачи мешал им учиться. Однако Двек противопоставляет эти классы тем, где учителя придерживаются установки на рост и делают акцент на обучении, усилиях и прогрессе. Эти учителя создают атмосферу, в которой ошибки воспринимаются как часть учебного процесса, а учеников хвалят за настойчивость и креативность, а не только за правильные ответы. В такой обстановке ученики чувствуют себя уверенно и могут изучать сложные предметы, задавать вопросы и рисковать в интеллектуальном плане. Учителя с установкой на развитие поощряют любовь к учебе, которая не ограничивается оценками или результатами тестов. Они помогают своим ученикам развивать стойкость, объясняя, что их способности можно развить благодаря усилиям и что трудности необходимы для роста. Дуэк также рассматривает роль тренеров в формировании мышления спортсменов. Как и учителя и родители, тренеры могут либо поддерживать установку на данность, делая акцент на природных талантах, либо развивать установку на рост, уделяя внимание усилиям, практике и стойкости. Тренеры, которые хвалят спортсменов только за победы или за природные способности, могут создать культуру, в которой спортсмены боятся неудачи и избегают риска. Если спортсмен считает, что его ценность зависит от того, насколько он хорош или побеждает, он может сломаться под давлением, начать защищаться от критики или потерять мотивацию, если у него что-то не получается. Напротив, тренеры с установкой на развитие сосредотачиваются на развитии способностей спортсменов с помощью практики и упорства. Они хвалят за усердную работу, прогресс и готовность к сложным соревнованиям, даже если это приводит к неудачам. Такие тренеры создают атмосферу, в которой спортсмены чувствуют, что им нужно принимать вызовы, расширять свои возможности и учиться на своих ошибках. Дуэк приводит примеры известных тренеров, которые воплощают этот подход, например, Джон Вудон, легендарный баскетбольный тренер Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Вудон считал, что успех заключается не только в победах, но и в постоянном совершенствовании и развитии характера. Он делал акцент на усилиях, подготовке и умении учиться на ошибках, что помогло его игрокам развить стойкость и добиться долгосрочного успеха как на площадке, так и за ее пределами. Главный посыл этой главы в том, что установки не являются чем-то неизменным. Даже если у детей, студентов или спортсменов сформировалась установка на данность, взрослые в их жизни могут помочь им перейти к установке на развитие. Двек объясняет, что постоянно напоминая о необходимости прилагать усилия, учиться и совершенствоваться, родители, учителя и тренеры могут помочь другим избавиться от ограничений, связанных с установкой на данность.
Такой подход не только повышает эффективность в краткосрочной перспективе, но и закладывает основу для долгосрочного успеха и самореализации. В заключении главы Двек подчеркивает, что слова, которые мы используем, и поведение, которое мы демонстрируем, оказывают огромное влияние на окружающих. Будь мы родителями, учителями или тренерами, мы можем привить детям, студентам и спортсменам установку на рост, чтобы они стали более устойчивыми, способными и готовыми преодолевать жизненные трудности. Поощряя любовь к знаниям, готовность браться за сложные задачи и открытость к неудачам, мы можем помочь детям, студентам и спортсменам полностью раскрыть свой потенциал. Глава 8. Как изменить свое мышление? Глава 8. В этой важной главе Кэрол Двек рассматривает вопрос, который может возникнуть у многих читателей. Можно ли изменить свой образ мышления? Ответ, по мнению Двек, однозначный «да». Она объясняет, что хотя это может потребовать времени и усилий, вполне возможно перейти от установки на данность к установке на рост. На самом деле понимание того, как это сделать, крайне важно для раскрытия нашего полного потенциала в жизни. Двек начинает с признания того, что у всех нас есть сочетание установок на данность и на рост. Нельзя сказать, что мы полностью ориентированы на данность или на рост во всех ситуациях. Например, у вас может быть установка на рост, когда дело касается хобби или фитнеса, но установка на данность в отношении интеллектуальных способностей или карьеры. Понимание, где вы находитесь в этом спектре, первый шаг к переменам. Дуэк призывает нас определить области нашей жизни, в которых мы склонны придерживаться фиксированного мышления, особенно когда сталкиваемся с трудностями или критикой. Как только мы определили области, в которых у нас фиксированное мышление, Дуэк предлагает начать с осознания нашего внутреннего диалога, автоматических мыслей, которые возникают, когда мы сталкиваемся с трудностями или неудачами. У людей с фиксированным мышлением внутренний голос обычно говорит что-то вроде «у тебя просто нет способностей к этому». Или «если ты потерпишь неудачу, все поймут, что ты бездарность». Эти мысли мешают нам пробовать что-то новое или преодолевать трудности. Чтобы изменить это, Дуэк предлагает отвечать голосу фиксированного мышления с позиции мышления роста. Вместо того, чтобы соглашаться с мыслью, что неудача определяет тебя, можно сказать «я могу извлечь из этого урок» или «это возможность для роста». Это может показаться простым, но это мощная техника, которая помогает изменить подход к решению проблем. Последовательно заменяя мысли фиксированного мышления мыслями роста, мы можем постепенно изменить свою точку зрения и освободиться от ограничений фиксированного мышления. Дуэк подчеркивает, что этот процесс не происходит в одночасье. Изменение мышления – это долгий путь, и, как и в любом другом деле, требующем усилий, он требует настойчивости и труда. Она призывает нас принять процесс изменений, понимая, что неудачи и трудности – это естественная часть обучения. Точно так же, как мы должны прилагать усилия, чтобы освоить новый навык, мы должны прилагать усилия, чтобы изменить свое мышление. Ключевым аспектом этой трансформации является готовность принимать вызовы, а не избегать их. Дуэк объясняет, что люди с фиксированным мышлением склонны избегать трудностей, потому что боятся неудачи. Но чтобы изменить свое мышление, мы должны начать искать вызовы. Это может быть что угодно: сложный проект на работе, изучение нового навыка или даже выход из зоны комфорта в общении с людьми. Чем больше мы сталкиваемся с трудностями, тем больше мы начинаем воспринимать их как возможности для роста, а не как угрозы. Двек также говорит о важности настойчивости в изменении своего мышления. Люди с фиксированным мышлением часто сдаются, когда сталкиваются с трудностями. Но если вы настроены на рост, то вы развиваете в себе стойкость, чтобы продолжать идти вперед, даже когда все сложно. Вот где происходит волшебство. Дело не в том, чтобы добиться успеха с первой попытки, а в том, чтобы учиться на ошибках и продолжать совершенствоваться со временем.
Двек рассказывает несколько историй о людях, которые упорно шли к своей цели, используя неудачи и препятствия как ступеньки к успеху. Она показывает, что спортсмены и предприниматели, которые готовы прилагать усилия, даже несмотря на неудачи, в конечном итоге добиваются большего. Еще одна важная часть изменения мышления – научиться переосмысливать неудачи. Двек объясняет, что неудачу можно рассматривать как конец пути или как ценный опыт. Люди с фиксированным мышлением склонны воспринимать неудачу как подтверждение своих ограничений, но те, кто настроен на рост, видят в неудаче часть пути к мастерству. Они не боятся неудач, они принимают их, потому что знают, что именно через неудачи они учатся больше всего. Такой сдвиг в восприятии может быть очень полезен. Когда вы перестаете бояться неудач и начинаете воспринимать их как шанс для роста, вы становитесь более открытыми для риска и уверенно идете к своим целям. Помимо переосмысления неудач, Двек говорит о важности обратной связи в процессе изменения своего мышления. Люди с фиксированным мышлением часто воспринимают критику на свой счет, считая ее оценкой своих способностей. Напротив, те, у кого мышление роста, видят в обратной связи ценную информацию, которая может помочь им стать лучше. Чтобы изменить свое мышление, важно начать принимать обратную связь, даже если ее трудно услышать. Рассматривая обратную связь как возможность для роста, а не как критику, вы открываете себя для обучения и развития. Двек также призывает нас ценить усилия, а не только результаты. В мире с фиксированным мышлением мы склонны радоваться успеху, не замечая тяжелой работы, которая к нему привела. Но в подходе с мышлением роста важны именно усилия. Неважно, выиграли вы или проиграли, добились успеха или потерпели неудачу, главное, что вы сделали все возможное. Сосредоточившись на усилиях, а не на результатах, мы можем сохранять мотивацию, даже если результаты не совсем такие, как мы ожидали. Со временем такой подход приводит к лучшим результатам, потому что он побуждает нас продолжать, даже если прогресс идет медленно. Глава заканчивается напоминанием о том, что изменение мышления – это не стремление к совершенству, это стремление к прогрессу. Иногда у вас может возникать фиксированное мышление, особенно когда вы сталкиваетесь с новыми трудностями или неудачами. Но Двек призывает нас рассматривать эти моменты как часть процесса обучения. Каждый раз, когда вы распознаете мысль с фиксированным мышлением и заменяете ее мыслью с мышлением роста, вы делаете шаг вперед. Со временем мышление роста становится вашим естественным способом мышления, позволяя вам справляться с жизненными трудностями с большей стойкостью, уверенностью и открытостью к обучению. В конечном счете послание Двек ясно. Независимо от того, с чего вы начнете, у вас есть возможность изменить свое мышление и открыть новые возможности для роста и успеха. Развивая мышление роста, мы можем жить более полной и осмысленной жизнью, не боясь трудностей и всегда готовые учиться новому. Заключение. Книга Кэрол Дуэк «Мышление роста. Новая психология успеха» предлагает глубокое понимание того, как наши убеждения влияют на все аспекты нашей жизни. В основе книги лежит различие между фиксированным и мышлением роста. Дуэк показывает, что мышление, которое мы выбираем, может либо ограничивать наш потенциал, либо помогать нам преодолевать трудности. Фиксированное мышление основано на убеждении, что наши способности, интеллект и таланты неизменны. Если вы добиваетесь успеха, значит вы от природы умны или талантливы. Если вы терпите неудачу, значит вы недостаточно хороши. Люди с фиксированным мышлением часто избегают трудностей, легко сдаются и считают усилия признаком слабости. Неудача для них – это скорее личное суждение, чем возможность чему-то научиться. С другой стороны, мышление роста основано на убеждении, что способности и интеллект можно развить с помощью усилий, обучения и настойчивости.
Люди с мышлением роста принимают вызовы, потому что знают, что преодоление трудностей – это путь к совершенствованию. Они видят в неудаче ступеньку к успеху и понимают, что усилия необходимы для достижения мастерства. В мышлении роста нет ничего непоправимого. Это просто часть процесса становления лучше. На протяжении всей книги Дуэк показывает, как эти типы мышления проявляются во всех сферах жизни. В образовании, бизнесе, спорте и отношениях. В своей книге Кэрол Дуэк приводит множество примеров из реальной жизни, когда люди с установкой на рост добивались успеха не потому, что они от природы талантливы, а потому, что они готовы усердно работать, учиться на своих ошибках и не сдаваться, даже когда все идет не так. Дуэк подчеркивает, что для родителей, учителей и тренеров важно развивать у тех, кого они обучают, установку на рост. Поощряя усилия, а не способности, и воспитывая стойкость перед лицом неудач, мы можем помочь следующему поколению развить мышление, которое поможет им добиться успеха в жизни. Точно так же руководители в бизнесе должны создавать среду, в которой инновации и рост ценятся больше, чем демонстрация своих способностей. Самое главное, Дуэк учит нас тому, что мышление можно изменить. Даже если вы большую часть жизни прожили с установкой на данность, никогда не поздно изменить свою точку зрения. Узнав, когда появляются мысли с установкой на данность, и ответив на них с установкой на рост, и постоянно сталкиваясь с трудностями, вы можете изменить свою жизнь. Со временем и усилиями установка на рост становится второй натурой, позволяя уверенно преодолевать трудности и воспринимать неудачи как естественную часть обучения. Главное послание о мышлении – это послание надежды и возможностей. Независимо от того, с чего вы начинаете, у вас есть силы изменить свою жизнь. Успех не зависит от врожденных способностей или удачи. Все дело в усилиях, которые вы готовы приложить, и в вашей вере в возможность роста. Приняв установку на рост, мы открываем потенциал для постоянного совершенствования, стойкости перед лицом неудачи жизни, полной обучения и достижений. Это подводит нас к концу аудиокниги «Мышление. Новая психология успеха» Кэрол Дуэк. Теперь самый важный вопрос: как вы будете применять полученные знания? Помните, дело не в том, с чего вы начнете, а в том, насколько вы готовы развиваться, учиться и совершенствоваться. Изменить свое мышление можете только вы сами. Если вам понравилось это краткое содержание и вы готовы принять установку на рост в своей жизни, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать больше интересных кратких описаний аудиокниг. Расскажите в комментариях, как вы планируете применять эти идеи в своем путешествии. Спасибо, что слушаете, и до встречи. Продолжайте двигаться вперед и развиваться каждый день.